Всем привет, друзья, это город Самарканд. Сегодня в Самарканде теплая солнечная погода. Решила сделать небольшой обзор. На канале в последнее время очень много новых подписчиков. Я думаю, многим будет интересно. Хочу пройти на базар и сделать небольшой обзор цен на продукты. Давно не была сама на базаре, все как-то делаю закупки ближе к дому, в магазине, в овощных ларьках. Вот он, наш базар, через дорогу. Сейчас пройду и подключусь. Итак, я на базаре. Посмотрите, какие красивые лепешечки. Это ярмарка. Здесь продают мясо. Большое количество рыбы свежей, овощи. Так, у нас здесь молочка, чака, крут. Сейчас спросим цены на молочную продукцию. Здравствуйте, Эльмира. Здравствуйте. Как дела? Как Хорошо, настроение? как вы сами? Расскажите немного о своей продукции. Что у вас? У нас все молочный каймак, сметана, чака, творог. Чака кислый есть, брынза есть, сыр есть. Цены какие? Цена Рассказывайте, нормальная, цена по 60 брынза. Брынза по 80, да, 60 сыр. тысяч. По 80 сыр Каймак. есть у нас. Молоко домашнее есть. Ага, молоко домашнее. Каймак по 50 тысяч литр. Обычно Самаркандцы любят хороший. на завтрак. На завтрак. Каймак с И горячей очень лепешкой. вкусно, да, вот. Покажите. Густой есть, жидкий есть, еще Если масло его поставить есть в сливочное. холодильник, он как сливочное Немножко масло застынет, застывает, да? немножко застынет, да. А сливочное масло тоже Домашнее, есть. да? Очень Сливочное. вкусно. И топлёное? Крутский есть, вот. Сколько надо, разнообразные. Разные виды Цена курута. нормальная, по 70-80 разные. За килограмм да, 70 да. тысяч. Очень вкусно. А топлёное Яичко масло? домашние. Топленые по 80 литр. Литровая баночка, Литровый. 80 Да, тысяч. очень всё. хороший. Советую вам тоже. А у вас еще брынза есть Брынза турецкая. турецкий есть, да, он под водой хороший. Под прилавком Под продаете, прилавком, да? да. Потому что я пока вот стояла, ждала, здесь у вас очень много клиентов. Спасибо, да. Мы разбирают. тоже стараем хорошие вещи продавать, хорошие Да. оба, домашние. А как торговля вообще? Вот Торговля? зимой, весной есть? Одинаково. Одинаково всегда? Да. Мы Молочку стараем, да, хорошее продавать. Молочка хорошая. И На домашняя протяжении настоящая. многих лет уже постоянно свои клиенты, да, у Постоянно. вас? У нас есть наш клиент. Да. Всё. Спасибо, удачной торговли вам. Спасибо вам большое. Это у нас лепешечный ряд. Давайте посмотрим цены на лепешки. Салам алейкум. Фатыр в какую цену? 12, да? Это с луком, а это каймачный. А лепешки в какую цену? 5000? Угу. А домашние, тандырные вот эти лепешечки? По 5000 тоже, да? Угу. Вот такие цены на лепешки, друзья. Давайте еще пройдем. Здесь тоже продают фатыр. Фатыр – это слоеная лепешка. Восточный базар – это всегда буйство красок. Посмотрите, какие яркие краски. Как картина галереи. Я всегда так говорю, что приходя на базар, видишь яркие краски, как будто картины. А это все для плова, прилавок. Рис, наход. Какие цены на рис, скажите? От 12 до 20. От 12 до 20. А ланга в какую цену? Аланга 18-20. 18-20, высший сорт, да? А лазер в какую цену? Лазер. Лазер тоже есть привозной 12. 12? Да, Ага. 20 есть, потом 25 есть. А, и по 25 есть лазер, да? А загорье литр или пол-литра, вот как у вас продается? 12 есть. Пол-литра 12, 15 кунжутный по 15 пол-литра. Угу. А загар по 12. Все, что нужно для самаркандского плова, да? А наход замоченный? По 5, да, пакетик? Угу. Вот такие цены, друзья. Это все для плова.
Крупы, маш. Что здесь? Фасоль, чечевица, гречка. Большой выбор круп. Студенты иностранцев тоже покупают рис. Студенты из Индии. Давайте пройдем в ряды с зеленью. Мой любимый ряд. Скоро весна. И пришло время печь кук-самсу. Зеленую самсу. Салам алейкум, Дугон, яшымысыз? Нархлар канака, нарх. Цены какие? 20. 20 за килограмм шпината, да? Шпинат 20. Ага. Что еще есть? Джах-джах тоже по 20? Да, да, 20. А мята тоже есть? Появилась? А, мята закончилась. А, мята за пачку 20 тысяч сум. Посмотрите, в каком количестве, друзья. Это все используют для бичака и кок-самсы. Скоро весна, сезон бичака. Можно пельмени готовить. О, посмотрите. Свежая зелень. Вот так продают в больших мешках, в большом количестве. Давайте посмотрим, какие у нас сегодня цены на фрукты и овощи. Салам алейкум, здравствуйте. Какие у вас цены на овощи, скажите? Помидоры, огурцы? 26. Вот это 20, 18. Помидоры 20 и 18. А лимончики? Лимоны 25. 25. Это местные наши, да? Ага. А фрукты? Фрукты у нас по 15. По 15. Все яблоки, да? Все яблоки по 15. Это семеренко? Семеренко по 10 тысяч, друзья. Очень они такие приятные на вкус. Кисло-сладкие, да? Сочные. Вот это Я люблю семеренку. Что еще у вас есть интересного? А бананы в какую цену? 25. 25 за килограмм. Груши? Груши 20. 20 за килограмм. Апельсины? Апельсин 13. 13 тысяч за килограмм. Кроме фруктов у меня есть еще сухофрукты. Сухофрукты? Да, вот. Кишмиш, да? Кишмиши, орехи. Ага. А цены какие? Цены это 90. Это Вот очищенные, да? да, Да, уже? очищенные. Это, вот это 85. Вот это 85? 75. Вот это за 40. За 40. Он помельче, да? Да. Это отборный, да? Очень Отборный, крупный. Посмотрите, друзья, какой кишмиш. А что еще, Шерзот, у вас есть? Еще у меня там курага есть. Курага, да? Да, Мгм. вот. Это хорошо вот в компот, да? Да, Её для заваривать. компота, В для термос кушать. можно. Ага. Это уже такая. И Что скажете моим зрителям? приходите, скидка делаем всем. Будете уступать для моих зрителей? Конечно. Да? По оптовым ценам? Да. Все, друзья, запомните, Шерзот, вот его прилавок у магазина Навруз. Приходите к Шерзоду, уступите и сделайте оптовые Да, цены, да, хорошо. для моих зрителей. Здесь у нас прилавок сумаляка. Иншалда. Ассаламу алейкум. Нархларны айтасызмы? Nişanlarının kilosu 35 bin. 35 bin. 35 тысяч за килограмм нишалды. Сумаляк 25 bin. 25 bin. 25 тысяч килограмм сумаляк. Это у нас вот такая восточная сладость. Десерт. Посмотрите, какая консистенция. Взбитая. Даже можно попробовать. Вот здесь ложечки. Вот, угощают. Ой-ой-ой. Все много. Это слишком много. Слишком много. Так. Очень вкусно. Сладко. Не могу сравнить вкус, но что-то между сгущенкой и вот что-то такое, да? Вкус такой необычный. Как? Нет, я имею в виду похоже по вкусу, да? На сгущенку. Рахмат, рахмат. Друзья, сумаляк. Вот так можно прийти на базар, друзья, и угоститься сладостями, фруктами, любой продукцией. Меня угощает сумаляком. Давайте пробовать.
очень вкусно. Это такой десерт, это такая вкусняшка, которая готовится обычно весной на Навруз. Многие из вас знают, что это готовится из проросшей пшеницы с добавлением масла и муки. Вот, очень богатый продукт, насыщен витаминами. Всем рекомендую, приходите на базар, покупайте, цены уступают, как и на всех восточных базарах. Вот такая красавица продает сумаляк и нишалдов. Только смущается немножко, стеснительная девушка. А я пойду дальше. Вам удачной торговли. Подошла к прилавку с овощами. Давайте узнаем, какие у нас цены на капусту. Салам алейкум. Какие цены у вас на капусту? Вот, на 5000 килограмм. Белокочанная 5000 сум за килограмм. Угу. А пекинка? Пекин на 8000 килограмм. 8000 сум за килограмм. А рожек свежак пекинка я. Угу. А цены на картошку, на остальные овощи? На 7000. 7000 сум за килограмм картошки. А, 3 килограмма за 20 тысяч сум. Угу. Пиос, лук? 3 kilo умный. 3000 сум. 3 ming kilo берем. 3 ming. 3 кило на 10 тысяч сум. Угу. Морковка? Марка тоже на 5000. 5000 сум. Да, это для самаркандского плова. Угу. Красная морковка тоже по 5. Свекла тоже. Черненький вана. Свекла по 5000 сум. Шалгам? Шалга. Репа, друзья, репа тоже по 5000 сум. Опять. И турф, любимый продукт, овощ, Нареза вана. сезонный овощ. Посмотрите, какой сочный. Кесельно, есельно, осельно манки. Угу. Сочно, Точно. вкусно. Есельно манки. Амана там сбор. Угу. Цены уступаете для моих подписчиков, да? Друзья, запомните этого человека. Вот здесь как раз от угла, как зайти на базар, продают овощи. Приходите, цены доступные, овощи все свежие, да, цены нормальные. Февраль месяц, для февраля это очень доступные цены. Друзья, я думаю, многим будет интересно узнать цены на мясо. Здравствуйте. Подскажете, какие цены на говядину? 100 тысяч. 100 тысяч, да, за килограмм? Угу. Это мякоть или на косточке мясо? Своим косточкам. А, на косточке. Угу. Что у вас еще? Какой есть вид мяса? А вот баранина. Вижу, баранина. В какую цену за килограмм? 110 тысяч сум за килограмм баранина. Вот такой выбор, друзья. Посмотрите, какие красивые кусочки мяса. Свежие. Спасибо большое. Как на всех самаркандских базарах, на нашем базаре также продают свежевыжатый сок. Здравствуйте. Расскажите, какие у вас цены, какие объемы? 170 грамм это 10, Ага. а 250 граммовые 15, пол-литра 25, И а литров? литр 50. 50. Угу. Спасибо. Два вида, да, гранатов? Сладкий Сладкий и кисло-сладкий. Угу. Друзья, вот так прямо при вас подойдете, выбираете любой сорт граната, сразу же вам приготовят и упакуют, разливают вот в такие бутылочки. Спасибо, удачной торговли вам. Прилавки с готовой продукцией. Здесь продают самсу, бичак. Салам алейкум. Халаджон, какие цены у вас на бичак? Бичак 4 на 10. Слоеный 3 на 10. 4 штуки на 10 тысяч сум. 3 штуки. Слоеный тесто. Слоеное 3 на 10. тесто. 3 штуки на 10 тысяч сум. Тот бичак там 4 штуки, да, на 10 тысяч сум. фатыр 1 штук 10 тысяч. Трехлитный. Ага, фатыр, это слоеная лепешка, 10 тысяч сум. Луком без лука. С луком есть и без лука, да? Вот такие Маленький цены, 5, друзья. большой 10. А, есть еще и маленький, да. Два вида. Маленький и большой по 5 и 10 тысяч сум. Спасибо большое, удачной торговли. Спасибо, так дела.
Огромное количество бичака, лепешек. Я выхожу за ворота. И здесь тоже торговля. Расположились вот так прям у входа. Разложили свою продукцию. Давайте узнаем цены на зелень. 3 вот таких пучка на 10 тысяч сум. Укроп, кинза, зеленый лук, лист салата. Всего много. Чеснок появился молодой. Посмотрите, какой выбор. А редиска в какую цену? Сколько? 3 на 10 редиска? Угу. Спасибо большое. Вот такой базар сегодня. Изобилие продуктов. Полно всего. Базар — это всегда интересно. Здесь жизнь кипит. Бойкая торговля. Это как будто город в городе. Даже за пределами базара на улице. Смотрите, какая торговля. Здесь продают все. И лепешки, и фрукты, и овощи. А я вышла к привокзальной площади. Я думаю, что самаркандцы узнают. Как раз напротив базара Кольцевая. Это трамвайная Кольцевая. И рядом здание вокзала Самарканд. Я думаю, будет интересно многим самаркандцам, которые жили в Самарканде, моим новым подписчикам. Вот так выглядит сегодня наш вокзал. А это привокзальная площадь, остановка. И мы давайте пройдем с вами немного вперед. Сделаем обзор улиц. Вот это все происходит за воротами базара. Иду по улице Беруни, бывшая улица Октябрьская. Торговля продолжается до самого перекрестка Рудаки, улицы Титова и Октябрьская. Хочу сказать, что обзор был небольшим, потому что на базаре повсюду звучит музыка, поэтому не везде получилось снимать. Давайте пройдем на противоположную сторону и продолжим съемки. Пока стою на перекрестке, хочу сказать, что вот эта дорога ведет на Кишмишку, к 48-й школе. Напротив железнодорожная больница. С этой стороны вход на базар. Перешла через дорогу. Посмотрите, какие песики здесь. Спокойно сидят, не боятся прохожих. И как раз напротив железнодорожная больница. Рядом ЗАГС, нотариальная контора. А это уже жилые дома. Жилой дом номер 9, 7 по улице Беруни. Возможно, кто-то из вас проживал в этих домах. Посмотрите, друзья. А я направляюсь в сторону кондитерской «Шоколад». Часто здесь прогуливаюсь, очень часто у меня бывают прямые трансляции. Вот, Беруни, участие. Это новое название улицы Октябрьской. Смотрите, сколько автомобилей. Очень много автобусов, электробусов. В Самарканде курсирует трамвай по 2 направлениям. Кто-то мне недавно в комментариях написал: а что, разве в Самарканде есть трамвай? Да, в Самарканде есть трамвай. Правда, всего 2 маршрута. Вокзал Сатепо и вокзал Сиапский базар. Погода теплая, солнечная, поэтому можно и прогуляться. Детский сад 127, кто помнит.
напротив ЖД больницы. Может быть, кто-то из вас ходил в этот садик. Вот. А дальше уже кондитерская «Шоколад». Пешая прогулка по улицам Самарканда. Напишите, нравятся ли вам такие обзоры. Жду обратную связь, друзья. Вот я подошла к кондитерской. Также здесь кафе на первом этаже. И вот в холле прям есть столики, можно присесть, выпить чашку чая с вкусняшками. Мое путешествие по улице Октябрьской продолжается. Я решила свернуть сюда во дворы. Спальный район. Может, кто узнает это место. Прямо за детским садом. Кафе «Старые друзья». Остановка «Моя семья». Дом номер 17 по улице Беруни. Напишите, может, кто-то жил на улице Октябрьской, 17. Это номер дома 13. Мне нужно пройти в эту сторону. Слева дом номер 15. И напротив дом номер 11. Как раз эти дворы напротив базара. Возможно, кто-то смотрит из жильцов. Такие старые хрущевки, пятиэтажные. Февраль. Смотрите, зеленые ели. Такие беседки в спальных районах. Вот так выглядят самые обычные самаркандские дворы. Я думаю, что из моих подписчиков обязательно будут те, кто проживал в этом районе и узнают свои дома. А я подхожу к улице, которая ведет к парку Йошлик. И если вот свернуть налево, то эта дорога ведет к улице Титова. Напротив кирпичные дома 77 серии. Возможно, кто-то из вас проживал в этих домах. И я вам сейчас покажу вход в парк. Вот там вдали ворота парка. Ну а мы пройдем в эту сторону. И как раз можете видеть улицу Титова. Вокруг уже новостройки. Город меняется. Очень много новых домов, новых зданий. Внутри Махалли тоже очень много машин. Конечно, все изменилось. Когда-то здесь, вот на первом этаже, находилось здание 29-го АТС. Сейчас на этом месте многоэтажный жилой дом. Повсюду магазины, посуда, одежда, магазин продуктов. А я сейчас как раз нахожусь за рестораном Саодат. Вот впереди ресторан Саодат. И вот такие новостройки. Повсюду новые дома. Вот эти дома 77 серии. Я прошла сюда, и здесь уже новодел. Вот такие многоэтажные высотные дома. Давайте пройдем.
по этим дворам. Также на фоне новостроек сохранились старые хрущевки. Вот. Это дома Титова 114, 112. Так, дальше. 110 в той стороне, 97. Ой, 96, ошибаюсь. Хотя и 97 здесь рядом. Не знаю, интересно ли вам смотреть такие обзоры. Друзья, напишите в комментариях. Не могла пройти мимо. Сейчас повсеместно в Самарканде, в каждом махале устанавливают вот такие автоматы. Здесь вы можете подойти. Вот на каждый объем установлена цена. Сюда вставляете монетку, свою посуду и набираете воду. Очень удобно для жителей. Вышел рядом с домом, набрал воды. Вода очищенная, полезная. Как здесь вот написано, живая вода. Вот такие у нас удобства для жителей Махали. На этом, друзья, я буду завершать свой выпуск. Напишите, если вам интересны такие прогулки по жилым массивам Самарканда. Я почаще буду снимать такие ролики. На этом прощаюсь. Всем пока и до следующих встреч.